В этом ролике мы рассмотрим блоки PlayBlast и Object Tools, а также некоторые настройки, которые к ним относятся на вкладке Settings. Раздел PlayBlast позволяет делать быстрые скриншоты из нашего вьюпорта или из камеры. Настройки здесь довольно просты. Вначале мы выбираем разрешение, в котором мы хотим сделать скриншот, например, вьюпорта. В данном случае я выбрал самое максимальное. Но мы также можем выбрать и настройки нашей рендер-камеры. Для того, чтобы сделать скриншот экрана, необходимо выбрать разрешение, выбрать стиль, в котором мы хотим сделать скриншот. Я думаю, что по названиям понятно, что за что отвечает. Единственный момент, который нужно озвучить, это значение time. Time показывает количество секунд, которое будет рендериться тот или иной кадр. Например, если мы выберем White Render High Quality, то мы увидим, что в этом разрешении скриншот будет рендериться 50 секунд. Что довольно многовато, и не всегда это нужно. Поэтому чаще всего проще выбрать режим Draft, где рендер будет занимать всего 1 секунду. Нажимаем Still Image и получаем вот такой скриншот. Складываются они в стандартной папке, доступ к которой можно получить по этой иконке. Для анимации необходимо выбрать камеру. Я уже сделал самый простейший пролет камеры, для того, чтобы можно было показать наглядно. Здесь мы выбираем количество кадров, скриншоты которых мы будем делать. В данном случае я выбрал 10. Также выбираем режим, в котором мы хотим видеть наши скриншоты, и нажимаем Animation. Скриншоты вместе с видео сохраняются в папке Cine Preview. Все 10 кадров здесь сохранены, а также наш небольшой видеоролик. Для более продвинутых настроек мы используем вкладку Advanced. Здесь, в принципе, все то же самое, только в более расширенной версии. Прежде всего, здесь мы выбираем камеру, из которой мы будем делать скриншоты. Дальше мы выбираем количество кадров, 10. Здесь мы можем выбрать папку, которую необходимо сохранить скриншоты. Также разрешение, стиль отображения. И нажимаем кнопку Animation для того, чтобы запустить скрипт. Для раздела PlayBlast на вкладке Settings у нас есть некоторые настройки. Их не очень много, поэтому рассмотрим их быстро. Первое — это Hide Splines. Она скрывает на скриншоте сплайны, если они у вас есть. Чекбокс Disable Text скрывает тексты, но здесь важно помнить про такую деталь, что если ваш текст отображается как геометрия, то есть активирован вот этот чекбокс «Генерировать геометрию». Если этот чекбокс стоит, то для Cine это уже как бы не является текст. Это уже геометрический объект, поэтому на него эта настройка действовать не будет. Это важно помнить. Open File здесь понятно. После того, как мы нажимаем «Сделать скриншот», этот файл открывается автоматически. Для того, чтобы объяснить, что значит Custom Text, лучше всего сделать разрешение помельче. Сейчас вы поймете почему. Вводим какой-нибудь текст и нажимаем Still Image. В нижнем левом углу экрана появляется надпись, которую мы указали. Также появляется фрейм. Важный момент. Если у вас стоит галочка Disable Text, то данный текст на скриншоте отображаться уже не будет. Если у вас выставлено большое разрешение, то текст будет прям совсем маленьким, и его сложно будет разглядеть. Данная функция нужна для того, чтобы подписать наш скриншот. По крайней мере, я ее использую именно таким способом. В разделе Object Tools у нас есть возможность включить отображение точек на объекте. Например, возьмем этот чайник, я его уже сконвертировал в поле, и мы можем включить отображение точек, при этом мы можем работать с ним как с полигональным объектом. Работать с его полигонами, видеть его сетку и вносить какие-то изменения в наш объект. Следующая функция позволяет отображать конкретно выбранный объект в виде бокса.
Если здесь мы переключали всю нашу сцену в режим Display as Box, то здесь мы влияем только на конкретный объект. Следующая функция позволяет выключать наш объект из рендера. Если мы нажмем правой кнопкой мыши на Object Properties, то мы увидим галочку Renderable, которая как раз таки выключает наш объект из рендера. Здесь она вынесена в быстрый доступ. Кнопка «Заблокировать», «Залочить» конкретно выбранный объект. Если здесь мы блокировали камеры, то тут мы блокируем конкретно выбранный объект. То же самое можно сделать, если мы зайдем в раздел Link Info. Кнопка Toggle Lights позволяет включать и выключать источники света. Создам искусственный источник света, несколько штук, и с помощью этой функции мы можем легко и быстро выключать наши источники света. Вот они выключены, и таким же образом мы можем их включить. Следующая кнопка позволяет нам работать с прокси-объектами. Прокси-объекты мы будем рассматривать отдельно на следующей вкладке Workflow. Glue Object чаще всего используется при работе с ландшафтами, когда вам нужно объекты расположить на неровной поверхности. Я сделал вот такое подобие ландшафта, подобие деревьев. И для того, чтобы разместить их на этом ландшафте с учетом рельефа, нам как раз нужна эта функция. Нажимаем на кнопку. Сначала выбираем поверхность, на которую мы хотим разместить наши объекты. Когда поверхность выбрана, выбираем наши деревья. И только после этого нажимаем Glue Objects. Наши объекты разместились на ландшафте. Также можно нажать на чекбокс Glue by Pivot Point для того, чтобы наши объекты расположились своим pivot point на поверхность. Random Color понятно из названия и позволяет рандомизировать цвет, назначенный на наши объекты. Следующая команда Measure Object. Выберем случайно 3 объекта, например, нашу белку, какой-нибудь бокс и чайник. Если мы нажмем на эту команду, то увидим, как появляются размеры нашего объекта. Например, нажмем на этот или на этот. Очень интересная функция. Особенно она интересна тем, что если вы изменяете свой объект, то отображаемые размеры также меняются. Они динамические. Это не так, как в тейпе, да, что его нужно там постоянно перестраивать, обновлять. Это все не нужно. Здесь размеры меняются автоматически. Это очень удобно. Есть один нюанс. Он измеряет этот объект сразу же по координатам x, y, z. Если наш бокс повернут как-то в другую сторону, то он все равно будет измерять его по координатам x, y, z. Еще интересный момент у этой функции в том, что если вы выберете несколько объектов и нажмете команду Measure Object, то он покажет не только размеры этих объектов, но и расстояние между ними, которое также динамически меняется. Очень хорошая функция, которая по сути дублирует стандартную функцию Mesh в 3ds Max, но с гораздо более удобным и продвинутым интерфейсом. Если вдруг у вас происходит такая ситуация, что размеры здесь не совпадают с размерами в Mesh, то обычно в данной ситуации нужно сделать Reset Xform. Большой блок по работе с ключами анимации. Здесь надписи говорят сами за себя. То есть сместить ключ анимации на какое-то количество кадров, переместить, например, с 60 до 120. Удалить ключ, запечь ключ, скопировать, вставить, развернуть. Думаю, что здесь понятно и так. Функция Instance Object позволяет перевести объекты в режим Instance. Переводить в режим Instance имеет смысл одинаковые объекты, либо какие-то совсем близкие по смыслу. У меня в этой сцене, несмотря на то, что все объекты похожи, здесь нету точно таких же одинаковых объектов. Но мы попробуем это сымитировать.
Например, у нас есть какое-то количество белок, расклонированных в режиме копи. Каждый из этих объектов является уникальным мешем. Во-первых, в синем мы можем выбрать все одинаковые объекты. Это мы рассмотрим в следующем видео. Нажимаем функцию ExactObject, кликаем на наш объект, и он выделяет все одинаковые объекты. После того, как все одинаковые объекты выбраны, мы нажимаем Instance Object. Как вы видите, они перестали быть уникальными, и все белки превратились в, по сути, один объект в режиме Instance, который позволяет нам вносить изменения во все остальные. Великолепная функция, очень часто нужна в нашей работе. Функция Replace Object позволяет заменить в вашей сцене один объект другим. Как она работает? Нажимаем команду Replace Object. Сначала нажимаем плюсик и выбираем тот объект, которым мы хотим заменить другие объекты. Например, этот чайник. После того, как мы выбрали объект, выбираем объекты, которые мы хотим заменить. Например, вот эти. И после того, как они выбраны, нажимаем команду Commit. Заменить также можно не одним объектом, а несколькими. Например, мы выбираем этот чайник, эту белку и такой бокс. После того, как мы их выбрали, мы можем указать процент, насколько часто мы хотим, чтобы этот объект появлялся в результате. Например, я хочу, чтобы чайник появлялся в 25% случаях, белка появлялась, например, в 50%, и также в 25% случаях появлялся бокс. Выбираем объекты, которые мы хотим заменить, нажимаем команду Commit, и ровно с таким распределением наши объекты и скопировались. 25% чайник, 25% бокс и 50% белка. Отличная функция для эффективной замены объектов. Функция UniqueObject превращает объекты Instance в уникальные объекты. Следующая функция — команда Straighten. Применение ее может быть неочевидным. Думаю, что многие, если натыкались, не всегда, возможно, понимали, зачем она нужна. Лучше всего ее будет показать на этой белке. Допустим, у нас есть какой-то объект, в данном случае белка. С помощью изменения режима Pivot Point здесь у нас ничего не получится. И вот как раз для таких ситуаций нам нужна команда Straighten. Она разворачивает наш объект ровно по оси координат, в данном случае по Y, позволяет нам провести манипуляцию, то есть легко сдвинуть по Y или по X, как мы хотим. Да, в принципе, и по Z, но с Z проблем обычно нет. Сдвинуть наши точки и затем обратно вернуть в то положение, в котором она была. Думаю, что многие сталкивались с такой проблемой, и часто приходилось вручную там чего-то двигать, вручную размещать этот объект, пытаясь попасть ровно в наши оси, чего-то там менять. И после этого вот также вручную возвращать объект обратно. Так вот, функция Straighten делает то же самое за вас, но гораздо точнее, быстрее и удобнее. Reset Object — это по сути стандартная команда Reset Xform. Лучше всего ее показать на габаритном контейнере. Как вы видите, наш габаритный контейнер повернут вместе с объектом. Reset Object, то есть Reset Xform, выравнивает его относительно оси координат. Random Pivot выставляет наш Pivot Point в случайное положение. Effect Pivot активирует функцию ручного редактирования положения нашего Pivot Point. Также у нас есть меню управления Pivot Point. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь своими впечатлениями. В следующем видео мы рассмотрим разделы Select and Rename и Custom Scripts.